Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня, ребятки, у нас завезли разработчики небольшие акции. Ну, как они завезли вчера, но они еще сегодня работают, поэтому смотрим. Завезли нам акцию «Открой сундуки, получи феромоны». Да, именно так эта акция называется и звучит. Опять же, изумрудные сундуки, легендарные и черный ящик. Чем лучше сундук, тем выше шанс. Ну и все такие дела. Мы сегодня один сундук откроем, да, ничего себе. Я, конечно, знаю, что это ошибка, но... А почему бы нет? Вот этот вот легендарный, точнее, изумрудный сундучок хочу открыть. Шансы есть, конечно. Давайте все-таки это сделаем. Блин, как же хочется, чтобы выпали жетоны на Эдну. И феромончики. Ну, что пойдет, то пойдет. И поехали. Нет, ничего не выпало. Я считаю, это прекрасно. 207 жетонов выпало у нас на Луи. И 7000 монет, кстати, выпало неплохо. Да, 17 лига. Все дела. Осталась у нас 18 лига. И про 19-ю разрабы уже не говорили. То есть 18 это пока что последняя лига, которую планировали разработчики в игре Зуба. Опять же, кто хочет открывать сундуки, а мы сегодня будем играть за Джейд, гейшу с феромонами, да. Решили взять феромоны для чего? У Джейд частенько, на самом деле, случается такой момент, что она, когда сближается с противником, ее могут шотнуть. Ну, будем откровенными, да, она, конечно, сама шотает, но когда противников много, когда бой затяжной, когда ты не можешь шотнуть всех сразу, то тогда вот случается такая ситуация. И чтобы в этой ситуации, когда выходить победителем, я решил взять для нее феромончики. Надеюсь, Никс у нас сейчас прыгнет за гранатой. Так, шотаем красивенько двух ботов. Мне, кстати, ботов надо было убивать, поэтому будем их убивать. Итак, опять же, на Джейд феромоны работают очень просто. Вы их тыкаете, ну, тыкаете активный навык, и Джейд сразу закидывает их противника. Итак, пока что моя команда здесь веселится. Я особо не парюсь по этому поводу. Забираем себе легендарное копье. И погнали. Погнали с командой. Надо с командой быть. Не хочет жираф играть командно. Давайте спрячем мое легендарное копье, чтобы вы не видели другие мои союзники. А то у них же сразу это обидное начнется. Наверное. Ага, лев тоже туда убежал. Ну, ладно. Раз все туда убежали, тогда и мы побежим. Опять же, не очень, конечно, лучший вариант для Джейд было брать феромоны. В плане того, что... Ну, активный навык нажимаешь, да, и бежишь, а феромоны уже сработали, и как бы никого не сможешь заполучить. Но, когда ты нажимаешь активный навык уже в самом замесе, это дает просто нереальное преимущество, которое можно реализовать. Итак, моя сейчас задача убить прекрасного павлина. Точнее, павлина, фламинго. Теперь я их путаю в другую сторону. Да блин, да Вот меня даже никто не стрелял, ну понимаете, насколько обидно, вот... Он на ходу, что ли, меня два жота дал и ни разу не попал ни одним? Никсу вообще пофиг. О, наконец-то. Никс догадался меня резнуть. Вот это полезно. Ой, дерзкие ребята меня тут атакуют. Нельзя дать сейчас фламинго выживать. Полезно, конечно, феромон использовать. Ничего не могу сказать, ребятки. Просто жутко полезно. Особенно то, что все держатся от Джейд на дистанции, и Джейд не может просто из-за этого их использовать. Возможно, это была ошибка брать феромоны на нее. Но... Что взял, то взял. Давайте отправимся спасать нашу команду. Ага. Зачем феромоны Джейд, если и так все тащу? Ну вот, для этого хотелось феромоны, когда замес, когда врываешься в замес, и после этого нужно еще кого-то убивать, а уже убивать нечем, тогда да, феромоны прям хорошо помогают. Ну и вот в такой ситуации, вот я сейчас хотел бы их использовать, но не успел. Ну в этот раз просто такая ситуация была на воде, все держали дистанцию, и... Ближников не было, были все дальники, которые убегали, и вот из-за этого всего, по сути, мне не получилось реализовать феромоны. Но в более жестком замесе, с более жесткими противниками, там будет совсем все по-другому. И вот этот замес, я надеюсь, скоро у нас и будет. В следующем бою или через бой. Потому что именно для этого я и взял феромоны. Чтобы Джейд чувствовала себя идеально в этих боях, когда жестко, больно. И чтобы ей вот не было больно, чтобы ее не шотали. Чтобы не брать укол адреналина, я решил взять феромон. Логика вроде бы понятна, ясна, но реализация такая себе. Ну, опять же, легендарное копье это, конечно, кайф. Ну, Джейд, вот ее нерфят, она все равно имба. Вот что-то у нее все-таки с пассивкой как-то странно работает. В плане того, что не должно так работать, но почему-то так именно работает. Да, Джейд бы, конечно, сандали святого еще взять. Ну, много чего можно взять. Ботиночек можно. Я помню, даже сам играл когда-то с ботинком на Джейд. Но прошли эти времена. Капец, ну просто насквозь прошел. Вот, че он бегал? Непонятно. Ладно. Отправляемся сразу в следующий бой. Нам нужно все-таки реализовать феромончики. Я же их все-таки взял для чего-то, а то обидно будет, если я их взял, а они будут бесполезны на Джейд.
Логика будет моя, конечно, прекрасная. Но просто выбора особо не было. Я выбирал, кому же взять все-таки феромоны. Либо Джейд, либо там кролику Скипи. Ну просто вот кролику Скипи тоже нужно было брать. Но я решил, что он все-таки у нас обойдется. В плане... О, легендарная граната мне упала, и иксов нету, а кайф. А Брюс хотел забрать, а Брюсу очень нужно, он же целый 9 уровень. Да, целый полезный 9 уровень. В скобочках нет. Ладно, лутаемся. У нас все хорошо. Команда 9 и 10 уровни. Это, конечно, немного, но что есть. Надеюсь, этого должно хватить для победы. Ага, вот и противник. А нет, это не противнички. Или противнички. Так, гранаткой разбиваем и побежали за кенгуру, который уже убежал, да? Какой же... А как он такой шустрый? Не, ну тут точно был кенгуру, да? Вон он. Точно. Давайте его догоним, давайте спрячем нашу легендарную гранату, чтобы они меня не боялись. И погнали. Слишком шустрые противники у нас тут. Блин, что они такие шустрые? А, только прыгает и прыгает. Вот как за ним бегать? Обидно. Ну ладно, что есть, то есть. Убежал кенгуру. У них, наверное, сквад разделился, поэтому он боится теперь всего. А у нас сквад плюс-минус играют вместе. Итак, вон противники. А вот феромончики на дерзкого Никса закидываем. Ну, кстати, вот, опять же. Ага, кенгуру с инструментами. Понимаю, гений очередной, понимаю. Тогда понятно, почему он убегал. Кстати, феромоны очень круто будут смотреться на персонажах, против которых Джейд не будет способна ворваться. То есть, как вы знаете, у нас в игре есть более сильные ближники, типа Брюса, Бака. И когда Джейд на них будет ворваться, ей нужно будет нажать только активный навык, да? Неожиданно. И все. И, по сути, бегать вокруг противника. И под конец можно даже убежать, если вы его не шотнете. Хотя, как можно не шотнуть за Джейд такого же уровня, как ты? Там Бака, Брюса, причем с феромонами, да, который тебя вообще не бьет. Это идеально. Так, ну, тут у нас кенгуру. Неожиданно врываемся в него. Ох, какая же имба, какая же имба. У меня просто нет слов. Как же это имбово смотрится. И опять феромоны. Да блин, ну, миллисекунды мне не хватило, чтобы успеть добить их. Ну, кстати, видели, орел там был сильный очень. Хотя нет, я его тоже шотнул, что ли? Рили успел шотнуть орла? Очень странно. А мне казалось, я не успел шотнуть его орла. Ну и ладно, как говорится, шотнули и шотнули. 15 орел. Изи. Ну, это Джейд. Это просто Джейд. Никто от нее не ожидает этих феромонов, а она их тыкает в ближнем бою, и противники такие, а что делать? Она их так их как бы шотает, да? А в ответ они ее шотать не могут. И за счет этого просто лютая имба. Тем более в длительном бою Джейд тоже себя показывает офигенно за счет них. Вот. Я доволен все-таки своим выбором. Поэтому, если что, ребятки, если будет возможность когда-нибудь заполучить феромоны, вот типа сейчас как в акцию, да, попробуйте пооткрывать сундучки, это реально жестко. Это очень сильно бустит персонажей. Ну, опять же, 4 слота надо как-то докачать 14 уровень и только потом открывать и выбирать феромон. Итак, против нас остался последний противник, который опять же где-то сидит. Есть шанс, что орел его заметит и накинет свой глаз Саурона, да, который показывает противника на любом месте. Ну, в кустах, там, в бочках, неважно где. А может, не накинет. А мы будем бегать и искать. Это же так интересно. Прятаться, да? Очень интересно прятаться. Очень заманчиво интересно. Так, тут никого нету. О, ну конечно. О, смотрите, сейчас он будет прыгать. А драться ты будешь, не? Смотрите, вообще кнопки не жмет, понимаете? А нет, вот, нажал копье. Какой молодец. Вот. Это игроки в зубе, да. Сидеть в бочке, потом ничего не делать. Это вот их уровень, да. Прекрасный. Хорошо, что за меня таких не было. А против меня было таких несколько, да. Я помню этих кенгуру с бочколюбов. Ну ладно, мы отправляем в следующий бой. Надеюсь, сейчас мне попадутся жесткие противники. Хотя бы моего уровня или плюс-минус. И будет жесткий замес с феромончиками, со всем этим. Хочется реализовать, просто хочется реализовать. Итак, вижу я там противников. Подождем немножко по времени. И залетаем. Правда, залетел немножко криво. Ну, там меня зажали, на самом деле. То есть был момент, когда... Сейчас я получу, сейчас у меня получится. Во, зажал. Правда, дамажить нечем. Но, в принципе, норм. У меня кнопочки не нажимаются нажать, как всегда, впрочем. Но за счет того, что феромоны мне дали возможность очень жестко закинуть. Блин, сейчас на гранату попаду, да? У меня есть зубы вампира, я, в принципе, могу ворваться. В принципе. Отлично, врываемся. Теперь в ботика врываемся. Тут Яра нас подфиливает, да? Нормально. Без дробовика, конечно, сложновато было.
Отжал. Отжал у Яры дробовик, хотя можно было и оставить, в принципе, но это же Джейд, как для нее не взять легендарный дробовик? Как для нее не взять? Ну, вот именно. Кощунство будет не брать даже легендарный дробовик. Итак, против нас осталось 3 склада и 4 бота. Именно так. Нам бы сейчас что-нибудь годное достать. Было бы вообще классно. Так, ну тут противники. Нужно с ними быть аккуратней. Я хочу феромоны все-таки реализовать вовремя. Но Джейд убежит, да? А нет, не убежит. Ха-ха-ха. Ну, блин, вот этот момент, когда ты не используешь активный навык, чтобы дождаться ближней дистанции, чтобы использовать феромоны, конечно, немножко напрягает. Иногда хочется ворваться и быть всегда вовремя, но что получается, это получается. Итак, против нас осталось 2 склада, и нам их нужно найти. Я надеюсь, у нас это получится. Ну, в принципе, у нас Яра жесткая, все остальные вроде тоже красавчики, поэтому это будет красиво. Так, ну что, где эти склады, интересно? Я хочу врываться. Блин, боты. Значит, не 2 склада против нас осталось. Значит, осталось против нас почти ничего. 1 склад остался. Это может быть жесткий склад какой-то. Ага, вот они, противнички. Вот они, противнички. Ну и погнали, ребят. Врываемся. Врываемся противничков, бахаем и разваливаем. Сейчас используем актив... О, видите? Полезная, да? Полезная Джейд. Но они просто все разбегаются. Вот как в это играть? Ну вот, это ж неинтересно. Ну, ты врываешься в 5 человек, они все взяли и убежали. Ну вот как в этом варианте реализовать феромоны? Да никак. Ну это такое редко, конечно. Хотя нет, такое часто бывает, как в виде 14 Джейд разбегаются. Ну блин, ну хочется замесов. Хочется разваливать кабины. Хочется файтов. Вот когда был новый баланс, тогда были такие замесы классные. Все дрались, все на уровне были. Ух, было классно. Ну а сейчас, вы сами видите, всякие никсы, которые 8 уровня при первой же возможности убегают. И все такое. Скучно, скучно. Не дают мне реализовать феромоны, но ничего. Мы их по-любому все равно... О, видите его? О, вот они, гении зубы. Мы их все равно реализуем, не переживайте. Все равно. Возможно, даже апнем 1200 плюс рейтинга. Еще раз потестим феромоны на Джейд, потому что, ну, такое не потестить, это обидно. Я все-таки хотел в замесах каких-то лютых поучаствовать, там 3 на 3. Ну, имею в виду 3 склада хотя бы, чтобы было. Это было бы вообще эпично. Ты просто бегаешь по этим замесам, никсы вот от аптечки, а ты дамажишь, это было бы класс вообще. Столько бы урона заходило, можно было бы киллов 15 наделать, но... Но не сегодня, не в этом бою, к сожалению. Не везет мне на команды противников. Такие дела. Ну, что поделать, ребятки. Такие вот дела. Взял феромоны, затащил 3 топ-1, совпадение? Не думаю. Хотя здесь можно было тащить, конечно, без феромонов. На обычный Джейд, но... Как же так? Все-таки хотелось мне затестить, насколько это будет имбово. Но, к сожалению, пока что еще рановато это делать. Ждем балансик, ждем, когда я апну рейтинг на Джейд повыше. И, возможно, в конце следующей недели еще раз потестим Джейд с феромонами. И узнаем, насколько она будет хороша. Но выглядит гейша, кстати, хорошо. Может, перерисовали все-таки скин? Кажется, он в первый раз был хуже выглядел. То есть, мне кажется, его перерисовали. Вот этой штуки вообще раньше не было. Вот этого вот 2 цветочков. И костюмчик был чуть по-другому. Ну ладно, на этом заканчиваем. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.